Официальная историческая наука уверяет нас, что климат раньше был таким же, как и сейчас. Была зима, были морозы и выпадал снег. Так, например, историки, прочитав в летописях записи о том, что моголы-язычники, то есть татары, шли по рекам в декабре, решили, что моголы в прямом смысле слова шли по льду рек. В частности, моголы шли по реке Ока, прежде чем они якобы сожгли Рязань. В старину фраза «шли по реке» означала «плыть по реке», и в наши дни моряки ходят по рекам, озерам, морям и океанам. Я в феврале проезжал Оку. В этот день мороз стоял 32 градуса, и река не замерзла полностью. Посередине была незамерзшая полоска шириной несколько десятков метров. Вообще, этой зимой морозы были от минус 15 до минус 32 и держались месяца два. И этого было недостаточно, чтобы река замерзла полностью. А во время похода моголов был декабрь, самое начало зимы, и река официально замерзла полностью и превратилась, по мнению историков, в удобное шоссе. Странно, что никто более в истории не повторял этот успешный опыт по передвижению огромной армии по замерзшей реке. Что касается климата, есть свидетельство, что в районе Северной Двины сами собой росли ананасы. Верить с трудом. Брехня. Давайте почитаем. Вот, например, паломничество Пёрчеса в 5 книгах нас интересует том 3. Опубликован в 1625 году. Давайте почитаем фрагмент, из которого мы поймем, о каких краях идет речь. 3 числа того же месяца я с другими членами моей компании прибыл в город Кальмогра, Холмогоры, расположенный в 100 верстах от залива Святого Николая, на широте 64 градуса 25 минут. Я оставался в указанном Кальмогра до 15-го дня, а затем отплыл на небольшой лодке по реке Двина, которая течет очень быстро, и в тот же день прошел мимо устья реки, называемой Пинега, оставив ее слева от нас в 15 верстах от Кальмогра. Последний абзац Google перевел немного странно. Ананасы растут под землей. И обратите внимание, фразу «со времен Ноева потопа» он перевел как «с незапамятных времен». Яндекс.Переводчик тоже не хочет переводить то, что написано, поэтому переведем самостоятельно. По обеим сторонам устья реки Пинега возвышаются холмы, огромные алебастровые скалы, густые леса и ананасовые деревья, растущие прямо из земли, которые, по преданию, появились здесь со времен Ноева потопа. Ноев потоп был, по найденным мной документам, от 5300 до 5800 лет назад. Стало быть, с тех времен климат в устье Северной Двины был теплым, таким, что там росли ананасы. Тут, возможно, кто-то придерется к слову «ананасовые деревья», ведь ананас не растет на деревьях, он растет на травянистом растении, расположенном близко к земле. На каждом растении созревает ровно один ананас. Есть также ананасовая пальма, она же финиковая пальма Канарских островов, она же Финикс канариенсис. Насколько я понимаю, эта пальма получила название ананасовая пальма из-за своего внешнего вида после обрезки. После обрезки нижняя часть кроны, которую также называют орехом, приобретает форму ананаса. Могут ли ананасы или пальмы расти в России севернее 63 градусов северной широты? И если да, то что это говорит о прежних климатических условиях? Насчет выращивания ананасов и других тропических фруктов в России в XVIII веке у меня есть отдельное видео на эту тему. Рекомендую посмотреть, ссылка в описании. Что еще было интересного, связанного с климатом на Руси? Например, сохранились сведения, что несколько сотен лет на Руси водились крокодилы. Давайте почитаем. В Псковской летописи есть такие свидетельства. В лето 7090 1582 год из Идоша крокодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поедаша и ужасашася люди и молиша Бога по всей земле. И паки спрятавшися айных избиша. Того же году представися царевич Иван Иванович в Слободе декабря в 14-й день. Псковская летопись, архивский второй список. В летописи сказаний русского народа конца XVI века есть такие строки. Крокодил живет в воде, нападает на людей. Крокодил – зверь водный,
Егда и мать человека Ясти плачет и рыдает, а Ясти не перестает. Азбуковник конца XVI. Сказания русского народа, том 2, Санкт-Петербург, 1849 год. И в Литве водились крокодилы. О рептилиях упоминается в рукописи Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в России в 1526 году. Эта область, сжимайте Литва, изобилует рощами и лесами, в которых иногда можно видеть привидений. Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят в своих домах, вроде пенатов, неких змей на 4 коротких лапках, напоминающих ящериц, с черным жирным телом, не более 3 пядей в длину. Называются они гивойтес. В установленные дни они производят в домах очищающие обряды, и когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество змею. В 1589 году агент английской торговой компании Джерома Гарсея ехал из Польши в Россию и по дороге столкнулся со странным зверем. Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что чудесно поправился. Также предлагаю узнать о разведении жемчуга на Руси. Раньше его собирали ведрами, причем в северных реках. Ломоносов, собрание сочинений, страница 273, репорт в канцелярию Академии наук, речь идет о Камчатке. Жемчуг, по всему видно, истинный и добрый, но тамошние жители собирать его в пристойное время не умеют, потому что он по большей части недозрелый. Следующий фрагмент, 1745 год, не ранее 23 сентября, о способе ловли жемчужных раковин около Кольского острога. Недалече от Кольского острога ловят жемчужные раковины, которых с берегу достать нельзя, следующим образом. На маленьких плотах опускаются вниз по речке, в которой вода очень светла и дно почти везде видно. И где жемчужную раковину увидят, тут вынимают долгим шестиком, на конце расщепленным, увязивши раковину в острым краем в помянутый росщеп, который на шестике сделан. Ломоносов. Касаемо этой записи есть примечание. Записка Ломоносова свидетельствует о том, что он лично наблюдал ловлю жемчужин. Жемчужные раковины находят во многих северных русских реках, в том числе и Северной Двине. Добыча жемчуга была особенно развита в Коле. Если кто-то смотрит меня из вышеупомянутых мест, напишите, водится в наши дни в реках жемчуг или нет. Водился жемчуг и в Европе, для чего прочитаем следующий фрагмент. Мнение Академии наук о жемчуге, сысканном в Ливонии в Дербцком уезде. Присланные из правительствующего сената в Академию наук ливонские 2 жемчужины весьма подобны богемскому жемчугу, для того, что они белее, нежели восточный жемчуг, который цветом больше на серебро походит. Каким образом жемчужные раковины ловят и когда в них жемчуг поспевает, то можно видеть из следующих известий. В Германии, недалече от Регенсбурга, в некоторые речки раковины лежат одна возле другой ребром так тесно, как на мостовой камне сплочены. Они отворяются в ясную погоду, а особливо на утренней росе, в которое время можно приметить, что животное, которое сидит в раковине, жемчужину во рту имеет и ею играет. Подлинный знак, что уже жемчужина поспела, есть, когда на раковине будут снаружи ямки, будто бы перстами было вдавлено. Сии признаки случаются обыкновенно на раковинах в 3 года, и для того по окончании 3 лет после одной ловли другую начинают, что бывает следующим образом. Те, которые жемчуг ловят, бродят в воде в рыболовьих сапогах, у которых голенища очень долгие, и раковины из воды вынимают, и на которых увидят помянутые признаки, те отворяют ножом бережно, чтобы животному, которое сидит в раковине, вреда не учинить. И так, выняв жемчужину, раковину снова в воду опускают. Причем примечено, что раковина по кратком времени станет опять в порядок и подле других вроется.
А ежели приметят, что животному вред учинился, тогда раковину прочь откладывают. При осматривании упомянутого животного находят у него позади в боку тоненький маточник с мелкими жемчужинками, которые почти все зеленоваты, буры или желтоваты. То есть они еще не поспели, и для того их так бросают. Ежели когда в раковину гром ударит, то растопится жемчужина в раковине, как воск, и будет так бура, как капля смолы, сверху несколько зеленовато. Между многими незрелыми жемчужинами случаются иногда немалые изрядные круглые жемчужины, которые иногда продают, каждую по 50 и по 60 гульденов. В Фохтланде, в реке Золстерге, находят довольное число жемчугу, который восточного не хуже. Зрелых жемчужин раковины белы, а незрелых сини. Ловят их в мае, июне и июле месяцах. Следующее произведение. Алапеус Самуил. Российский ученый, естествоиспытатель, краевед, писатель. В книге, название вы видите на экране, на 74-й странице он пишет следующее. Между драгоценными карельскими каменными породами имеет преимущество настоящий жемчуг. Настоящий жемчуг принадлежит к царству камней и драгоценных каменных пород. Он и в Карелии, хотя не в великом множестве, однако ж в разных местах находится. Между оном есть и такие зерна, кои немного восточным уступают. Когда блаженной памяти императрица Елисавета Петровна, быв наследницей престола, владела карельскими поместьями, то имела она одного престарелого финского крестьянина в Ехимварском погосте, который, находя жемчуг в реках, впадающих в 7 погосте в Ладожское озеро, а особливо в реке Илаган-О, как-то мне потом сказывали, ежегодно подносил ей величеству прекрасный жемчуг различной величины и доброты. Что касается жемчуга, то на этот счет есть противоречивые сведения. Одни источники пишут: при изменении температуры всего на 2 градуса моллюск начинает вырабатывать слабую кислоту, которая моментально разъедает и верхний слой жемчужины. Она мутнеет и начисто теряет блеск. Капризный жемчуг созревает только при температуре свыше 20 градусов. Другие пишут, что в тех краях водится жемчужника европейская, жемчужница маргаритана и жемчужница обыкновенная. Зимой моллюск впадает в спячку, и в теории жемчуг там можно найти и в наши дни. Кто в этом разбирается, напишите, есть ли сейчас жемчуг в северных реках и какого он качества. Еще интересно, что добыча жемчуга в диких условиях запрещена с 1952 года, а указанные жемчужницы занесены в Красную книгу. От себя хочу добавить, что все-таки климатический фактор имеет место быть. Сейчас практически весь жемчуг собирают в южных странах. О сборе жемчуга в промышленных масштабах в северных странах, США, Канаде, России, скандинавских странах что-то не особо слышно. Конечно, я могу ошибаться, и ваше экспертное мнение, как всегда, в комментариях. А на этом все. До новых встреч. Пока.